Всем привет, с вами онлайн-школа Аксон, и в этом видео мы разберем аускультацию легких. При аускультации легких фонендоскоп устанавливается поочередно на симметричные участки грудной клетки, справа и слева, практически в тех же зонах, что и при проведении сравнительной перкуссии. Основными точками аускультации легких спереди являются: первое — это над ключицей. Второе — в первом, во втором и третьих межреберьях по средней ключичной линии. Как правило, в этих областях выслушиваются верхние доли. И самое последнее — это средние доли. Как правило, они выслушиваются в четвертом и пятых межреберьях по средней ключичной линии справа, а слева эти доли мы оставляем невыслушиваемые, так как там у нас накладывается сердце. Затем аускультацию проводят с боков. Как правило, и ее проводят по трем линиям. Это средняя, передняя и задняя аксиллярные линии. По средней аксиллярной линии мы выслушиваем в третьем и четвертом межреберье. И там мы можем выслушать верхние доли. По передним аксиллярным это пятое межреберье и шестое межреберье. Там мы можем выслушать нижние доли. И по задним аксиллярным это шестое и седьмое межреберье, также нижние доли. Затем производят аускультацию сзади. Сзади происходит выслушивание над лопатками, выслушиваем верхние доли, в межлопаточных пространствах нижние доли и под углом лопаток в седьмом, восьмом и девятых межреберьев, это также нижние доли. А сейчас давайте посмотрим, как проводят аускультацию легких. Врач слушает легкие спереди, врач слушает легкие сбоку, врач слушает легкие сзади. Что может услышать врач в результате аускультации? Как правило, в норме врач выслушивает визикулярное дыхание. Данный вид дыхания возникает в результате колебаний эластических мембран альвеолярных стенок в момент наполнения альвеол воздухом. А мы знаем то, что альвеолы наполняются воздухом во время вдоха, поэтому данный тип дыхания будет лучше выслушиваться во время вдоха, а во время выдоха всего лишь одну треть от вдоха. Как правило, выслушивается мягкий дующий шум, похожий на букву F, на протяжении всего вдоха и одна треть от выдоха. Давайте послушаем, как звучит визикулярное дыхание. Визикулярное дыхание может быть усилено или ослаблено. В каких случаях визикулярное дыхание может быть усиленным? Как правило, это происходит у людей с тонкой грудной клеткой со слабым развитым мышечным и подкожно-жировым слоем. Может происходить при физической нагрузке, также
может быть результатом жесткого дыхания и саккодированного дыхания. Но важно отметить то, что жесткое саккодированное дыхание относится к самостоятельному типу. Ослабление визикулярного дыхания, как правило, происходит при чрезмерно утолщенной грудной стенке за счет мышц или избыточного отложения жира в подкожно-жировой клетчатке. Может происходить при отеке легких, эмфиземе и различных видах гема, пневмо и фиброторакса. А теперь давайте поговорим про жесткое и саккодированное дыхание. Важная характеристика жесткого дыхания то, что вдох равен выдоху. И, как правило, это происходит при сужении мелких бронхиол вследствие воспаления слизистой. При таких заболеваниях, как бронхиты, бронхиальная астма, левожелудочковая сердечная недостаточность и пневмония. Саккодированное дыхание характеризуется прерывистым вдохом. Как правило, это происходит в холодном помещении, при патологии, например, дыхательных мышц или нервной дрожи. Может происходить на ограниченном участке вследствие воспаления мелких бронхиол, например, туберкулез, либо при травме грудной клетки. Давайте послушаем, как звучит жесткое дыхание. Давайте послушаем, как звучит саккодированное дыхание. Следующий вид дыхания – это ларинготрахеальное или бронхиальное. Данный вид дыхания возникает при турбулентном завихрении воздушного потока в физиологических сужениях гортани и трахеи. К таким сужениям относятся голосовые связки и бифуркация трахеи. Бронхиальное дыхание слышится как грубый и высокий тембр, напоминающий звук «х», с преобладанием выдоха. Примерно на вдох приходится 1, а на выдох 3-2. Давайте послушаем, как звучит ларинготрахеальное дыхание. Лучше всего данный вид дыхания выслушивается над щитовидным хрящом, над областью бифуркации трахеи, это спереди, а сзади на уровне остистых отростков седьмого шейного позвонка и на уровне остистых отростков третьего, четвертого грудных позвонков. Это физиологическое место выслушивания ларинготрахеального дыхания. Но бывает и патологическое дыхание. Как правило, это бывает когда образуется полость в легком, соединенная с бронхом, либо при долевом воспалении и уплотнении легочной ткани и компрессионном ателектазе. Помимо того, что мы с вами сейчас перечислили, можно также выслушивать и дополнительные шумы, к которым относятся хрипы. Хрипы бывают сухие и влажные. Сухие хрипы делятся на басовые и дискантовые. Как правило, басовые хрипы, они низкие и жужжащие, а дискантовые, они высокие и свистящие. Басовые хрипы мы с вами можем услышать при остром и хроническом бронхите, при хобл, бронхоэктатической болезни. Дискантовые хрипы мы с вами можем услышать при бронхиальной астме, токсикогенным бронхоспазмом и бронхиолитом. Давайте послушаем, как звучат басовые хрипы.
Давайте послушаем, как звучат дисконтовые хрипы. Влажные хрипы, они делятся на мелкопузырчатые, средние и крупнопузырчатые. Мелкопузырчатые хрипы, как правило, возникают в просвете бронхов в результате накопления транссудата. Такое бывает при левожелудочковой сердечной недостаточности и при пневмосклерозе. Также бывает при наличии в просвете бронха воспалительного экссудата, например, при бронхопневмонии и очень редко при бронхитах. Средне- и крупнопузырчатые хрипы. Они бывают при тех же причинах, что и мелкопузырчатые, только затрагивают гораздо более крупные бронхи. Но еще добавляется одна причина наличия средне- и крупнопузырчатых хрипов. Это жидкий секрет в крупной полости, соединенной с бронхом. Как правило, такое бывает при абсцессе и туберкулезной каверне. Давайте послушаем, как звучат влажные хрипы. И последние дополнительные шумы – это крепитация и шум трения плевры. Крепитация, как правило, возникает на высоте вдоха и напоминает треск при трении волос. И очень важный критерий, с помощью которого можно отличить крепитацию от трения плевры, это то, что крепитация не изменяется после кашля и при надавливании фонендоскопом. Как правило, крепитация бывает во время воспалительного процесса крупозной пневмонии, при бронхопневмонии, но достаточно редко. Может быть при невоспалительных процессах, таких как компрессионный ателектаз, когда в альвеолах скапливается экссудат. Может быть при пневмосклерозе, также в альвеолах, но уже транссудат. При инфаркте легкого и когда в легких накапливается кровь. Давайте послушаем, как звучит крепитация. Шум трения плевры слышен в обе фазы дыхания и, как правило, состоит из нескольких звуков, напоминающих хруст снега, шорох бумаги или скрип кожи. Тембр и громкость, как правило, изменчива и не зависит от кашля. И очень важно то, что меняется при надавливании фонендоскопом. И, как правило, сохраняется при имитации дыхания. Шум трения плевры возникает при поражениях плевры. Это воспалительные и невоспалительные поражения. Что же относится к воспалительным? К воспалительным относятся сухие плевриты при пневмонии, туберкулезе или раке легкого. Невоспалительные – это прорастание плевры опухолью, отложение на плевре кристаллов мочевины, например, при уремии. Давайте послушаем, как звучит шум трения плевры.